Корова напускала старика к амбару, толкала, мычала, будто предупреждала. Старик Николаич злился, пока не увидел, что скрывалось под сгнившими досками. От находки, пролежавшей там больше полувека, старик едва не упал в обморок. В поселке Березовая роща все знали, если на лугу виден старик Николаич, значит неподалеку пасется его буремка. Они были вместе больше 10 лет, и для одинокого старика корова давно стала самым близким существом. После смерти жены дом опустел. Дети разъехались по городам, соседи жили своей жизнью. Николаич все чаще разговаривал с буренкой, словно с человеком, вспоминал прошлое, ворчал на погоду, делился тревогами. А она смотрела на него своими большими теплыми глазами и тихо мычала в ответ. Поздней осенью буренка начала вести себя странно. Вместо того, чтобы идти к реке на пастбище, она сворачивала к старому заброшенному амбару на окраине поселка. Амбар давно стоял покосившийся, крыша местами провалилась, стены почернели от времени. Корова подходила к нему и долго стояла у заваленного входа, тревожно переступая с ноги на ногу. «Что ты там забыла?» — недоумевал Николаич. «Пусто там, мыши одни». Так повторялось несколько дней подряд. Старик решил разобрать обвалившийся вход, чтобы буренка не поранилась о торчащие доски. Он принес лом и начал оттаскивать старые бревна. Но тут спокойная обычно буренка неожиданно встала перед ним, преградив путь. Она фыркала, толкала его плечом, словно не давала трогать завал. Потом вдруг подошла к одной из прогнивших балок и стала упорно скрести землю копытом. Николаич присмотрелся и увидел под слоем опилок край металлического предмета. Он расчистил место и вытащил небольшой железный ящик, покрытый ржавчиной. У старика перехватило дыхание. Он вспомнил, его отец, фронтовик, в последний раз приезжал в родную деревню перед отправкой на фронт. Ночевал он тогда именно в этом амбаре, помогая родственникам по хозяйству. После войны отец не вернулся. С трудом вскрыв ящик, Николаич обнаружил внутри аккуратно завернутые в ткань письма, старую фотографию и солдатский медальон. Письма были написаны его отцом, строки о семье, о надежде вернуться домой. Старик сел прямо на холодную землю, руки дрожали. Он читал пожелтевшие листы и будто слышал голос отца. То, что десятилетиями считалось безвозвратно потерянным, вдруг оказалось совсем рядом. Буренка тихо подошла и коснулась его плеча теплой мордой. Она стояла спокойно, словно понимала, какую ценность помогла найти. С тех пор Николаич часто приходил к старому амбару, уже не с тревогой, а с благодарностью, а буренка неизменно шла рядом. Иногда кажется, что животные чувствуют то, что скрыто от человеческих глаз. Их верность и чуткость способны вернуть нам даже то, с чем мы давно простились в душе.